Мне 26. Я работаю в Маке и перед сменами, когда есть силы, хожу в зал. Это помогает не рассыпаться, когда все внутри трещит. Иногда среди дня могу просто смотреть на небо, на самолеты, которые куда-то летят. Для меня это свобода. Думаю, вот бы я так мог сорваться и улететь куда-то. А ночью бывает по-другому. Сижу на кухне часа в 3 ночи, слушаю музыку и думаю о том, как можно изменить свою жизнь. Иногда реально страшно, а вдруг не получится. Но где-то внутри я все равно верю, что выберусь. Не знаю когда, не знаю как, но я верю. Это видео про то, как я с этим живу, и про то, что собираюсь делать дальше. Когда я вижу пролетающие самолеты в небе высоко, так, чтобы был виден наш след, я просто начинаю втыкать в него, знаешь. Просто засматриваюсь, как некоторые люди смотрят на огонь или на воду, на что угодно. У меня аж дыхание сводит, если честно. Я могу вечно на него смотреть. У меня сразу ассоциация с путешествиями, знаешь, типа с исполнением своих целей, с финансовой независимостью, что человек способен просто сесть на самолет, ни о чем вообще не думать и куда-то полететь, допустим, на выходные или в отпуск. Для меня это очень сильное чувство, особенно для человека, который просто сидит в 4 стенах летом, а кто-то там улетает за границу отдыхать. Вот. А я сижу на больничном после операции и чувство, когда этот больничный закончится, я буду опять работать в Макдональдсе. О, правда. Даже чихнул, правда. Вот буду работать в Макдональдсе. Этого я вам покажу сейчас. Летят куда-то. Отдыхать, наверное. Интересно, они знают, что я их снимаю? Я думаю... Я думаю, нет. Объяснять это простым языком. Конечно, все делать с помощью ИИ, там, Eleven Labs для голоса, там, не знаю. У меня 3 ночи, разбираю посудомойку и решил совместить приятное с полезным и пообщаться с вами. Бессонные ночи не только из-за того, что у нас в Европе очень жарко, сейчас у меня утром будет вообще 38 градусов, но и не спится, потому что все время думаю о том, как выбраться из жопы, в которой я живу на данный момент. Возможно, это прозвучит как-то наивно, но у меня всегда была в голове мысль, что я способен на что-то большее, чем работать в Макдональдсе, понимаешь? Спокойно поспать я смогу тогда, когда чуть-чуть приближусь к тому уровню жизни, на который я себя уже поставил в голове. Чем мне нравится ночь, так это то, что никто не болтает, тишина, можно подумать. Ночью у меня хорошо мечтается. Но проблема в том, что мечты это хорошо, но главное вовремя остановиться мечтать и начать что-то делать. Потому что это опасно. Опасно постоянно думать и не делать. Я очень долго в своей жизни жил чаще в своей голове, чем в реальности. И это меня привело к тому, что я в 26 лет работаю в Макдональдсе. Ну, ни в коем случае не жалуюсь. Имеем, что имеем. Просто констатация факта. Из любой ситуации можно найти выход, и я этот выход в данный момент ищу как раз таки. Самый большой страх в моей жизни – это не самореализоваться. Вот что страшно. Прикинь, тебе 50, 60, и ты находишься в точке в своей жизни, когда ты чувствуешь, что ты не самореализовался. У тебя там осталась меньшая часть твоей жизни, и ты живешь с этим ощущением, и это не то, что ты можешь решить. То есть, да, конечно, можно взяться за голову в любой момент своей жизни, но мне кажется, мне только 26, но мне кажется, что с каждым годом, с каждым десятилетием это сделать все сложнее и сложнее, потому что тебя потом накрывает, что все уже поздно, что уже капец. Чем раньше ты поймешь, что ты в жопе,
тем лучше будет для тебя, потому что у тебя будет больше времени на то, чтобы из этой жопы выбраться. Мой путь начался, к сожалению или к счастью, в 26. Вот, ну, что сказать. Не пью, не курю, не планирую. И я надеюсь, что я не поздно начал. Страшно смотреть на людей, твоих ровесников, а то и старше, которые до сих пор не определились в своей жизни, и которые, знаешь, там тратят свое здоровье, свои деньги, время на людей, с которыми они не хотят быть. В силу какой-то своей социальной неразвитости, боятся осуждения от кого-то, то есть там, допустим, в 30, в 35 они все еще привязаны к каким-то компаниям, к которым они не хотят быть привязанными, но вынуждены быть с ними, потому что они не чувствуют себя одинокими и тратят свою жизнь, чтобы просто с ними находиться. Это печально на самом деле, я видел такие случаи, поэтому у меня нет друзей вообще. Нет ни друзей, нет человека, которым, знаешь, с которым я мог бы чем-то поделиться, типа где-то встретиться, поболтать, поговорить, отпраздновать какие-то там праздники, дни рождения. У меня этого человека нету, и я очень благодарен, не знаю, стечению обстоятельств, наличию генов такого характера, который у меня. Я благодарен своей интровертности, что я чувствую себя отлично, когда у меня никого нету. Я не чувствую себя одиноким. У меня нет потребности в общении, у меня нет потребности в налаживании контактов, связи с кем-то. Меня не тянет общаться с кем-то, меня не тянет с кем-то тусить. Я очень благодарен, что у меня это есть, на самом деле.